Почему мы боимся отказать? Как же порой трудно выговорить такое простое слово «нет». Но соглашаясь выполнять любую просьбу или принять ненужное предложение, мы оказываемся в плену у чужих желаний. В результате забываем про собственное. Именно поэтому стоит разорвать замкнутый круг вечных «да» и научиться отвечать твердо «нет». Каждому из нас случалось соглашаться или произносить «может быть», когда на самом деле очень хотелось ответить «нет». Решительное, бесповоротное, означающее отказ, неприятие и даже противостояние – это коротенькое слово в один слог так и оставалось непроизнесенным. Едва ли такое умолчание можно объяснить простым, понятным желанием быть вежливым. Неумение отказывать скорее свидетельствует о том, что нам не хватает уверенности в себе. Почему же это умение так нужно и так трудно дается? Сегодня на этот вопрос нам ответит экзистенциальный психотерапевт Светлана Кривцова. В конце видео мы разберем полезные упражнения, которые помогут научиться говорить «нет». Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Почему так важно уметь отвечать «нет»? Этот навык позволяет нам определить свое место среди других людей и помогает другим признать это место за нами. Отказывая в чем-то, мы защищаем свое представление о том, что для нас приемлемо, а что нет, уточняет Светлана Кривцова. Когда мы говорим «нет, я не пойду с вами в кино, мне нужно остаться дома», или «нет, я не могу задержаться на работе, так как у меня встреча», мы заботимся о собственных желаниях и интересах, о том, что нам дорого и важно. И наоборот, когда мы постоянно идем на поводу у других, мы рискуем оказаться в подчинении у чужих желаний и сойти с пути, ведущего нас к собственным целям. Это может привести к тому, что мы не сможем ответить себе на вопросы «кто я» и «чего я хочу». Если трудно ответить «нет», значит ли это, что нам может быть также непросто сказать «да»? Часто это именно так, потому что в обоих случаях речь идет о неготовности быть собой, утверждать свою позицию. Человек, которому трудно произнести «нет», не может по-настоящему сказать «да», поскольку у него отсутствует отчетливое представление о том, чего он хочет на самом деле. Когда мы говорим «да» чему-то определенному, это означает, что одновременно мы говорим «нет» всему остальному. Прощаемся с бесчисленным множеством других вариантов, поясняет Светлана Кривцова. Чтобы твердо ответить «да», мы должны иметь четкое представление о том, чего мы хотим, в чем видим для себя интерес или смысл. Но часто именно в этом у нас нет ясности, и нам легче отказаться, сохранив таким образом возможность выбора. Мы не говорим «нет», дабы избежать конфликтов? Психолог утверждает, что эта причина всегда на первом месте. Мы боимся власти начальства и поэтому не возражаем ему. Стремимся сохранить интерес, любовь партнера и стараемся доставить ему удовольствие, целиком настраиваемся на его волну, говорит психолог. А что происходит, когда, пытаясь избежать конфликта, мы начинаем всегда соглашаться? Возникает эффект ложной гармонии. Сохранить отношения становится важнее, чем оставаться самим собой. Такую логику отношений легко усваивают дети. Родители, часто даже не осознавая того, учат их такому же бессловному подчинению. «Тише, не шуми, а то папа рассердится», иногда говорят мамы своим детям. И есть еще масса подобных примеров, мы сейчас опустим эту тему. Ту же логику поддерживают и традиционные в нашем обществе стереотипы. Например, нельзя демонстрировать свои негативные чувства. Или женщина должна быть мягкой и покладистой. Заметим, что «нет» за нас умеет говорить наше тело, уточняет эксперт. Если женщина не в состоянии признать мужа самодуром, ее тело становится фригидным, равнодушным. Если на работе сотрудника беспощадно эксплуатируют, его тело говорит «нет» болезнью, гипертонией или сильными простудами и, соответственно, больничным листом. Одинаково ли трудно произнести «нет» в разных сферах – профессиональной, дружеской, супружеской? Все зависит от того, что именно вызвало эту трудность. Например, тот, кто столкнулся в детстве с насилием или вырос с убеждением, что окружающие могут его полюбить лишь если он будет с ними во всем соглашаться, живет с уверенностью в том, что отказать значит подвергнуть себя опасности.
Такой человек не способен запустить программу «нет» ни в одной из сфер своей жизни, ни в работе, ни в дружбе, ни в любви. Ситуация не так драматична, если трудности с отказом появляются в какой-то определенной области. Например, многие из нас легко отстаивают свои границы на работе, но оказываются чрезмерно терпеливыми и податливыми в отношениях с партнером или родителями. В сущности, чем больше нежных чувств мы испытываем к человеку, тем труднее нам утверждать себя в общении с ним. Можно ли научиться отказывать? Да, это возможно, хотя чем больше мы привыкаем к соглашательскому типу поведения, тем труднее это сделать. И все же стоит попробовать. Задайте себе вопрос: чего я боюсь, когда не осмеливаюсь отказать? Взвесьте то, что вы обретете и теряете. Представьте, что может случиться в самом крайнем случае. Если ваше исследование покажет, что вы потеряете больше, чем имеете сейчас, тогда имеет смысл оставить все как есть. Если же ничего страшного не произойдет, значит, можно попробовать постоять за себя. Чтобы не потерять свое «я», нам стоит чаще вслушиваться в себя. Чего я действительно хочу? Полезные упражнения. Психотерапевт Светлана Кривцова советует, как превратить свои ненастоящие «да» в конструктивные «нет». Определите, что для вас приемлемо, а что нет. Трудности с отказом часто возникают из-за того, что мы тонем в неопределенности, теряемся в сомнениях. Поэтому нам прежде всего стоит понять свои приоритеты, знать, что мы отстаиваем и что хотим защитить. Учитесь формулировать свои требования в утвердительной форме. «Я не хочу чего-то» или «я больше не потерплю этого» звучит как отрицание, а надо, напротив, утверждать свою позицию. Так что ищите ответ на вопрос «чего я хочу» вместо «чего я не хочу». Рассмотрите преимущества, которые можно извлечь из умения говорить «нет» в той или иной ситуации. Визуализация этих положительных сторон придает уверенности. Оцените степень риска, на который вы, как вам представляется, идете, говоря «нет». Возможно, вы обнаружите, что в реальности он меньше, чем вам кажется, а зачастую он может оказаться гораздо меньше. Такой анализ ситуации позволит более трезво относиться к своим страхам. Различайте личность человека и его поведение. Слишком часто мы думаем, что сказать «нет» в ответ на какое-то предложение означает вообще отказаться от человека, который его высказал. Но это не так. Стоит осознать, что именно страх обидеть другого не дает нам выговорить «нет». И, наконец, продвигайтесь постепенно, по нарастающей, то есть начинайте отвечать «нет» в ситуации, где ваш отказ не вызывает особых потерь. А потом, чувствуя себя все более уверенно, вы сможете высказать свое несогласие в более сложных, беспокоящих вас ситуациях.